Привет-привет! Меня зовут Людмила, и вы на канале Людмила Шпакова в потоке. Сегодня у нас будет очень интересный разбор на 4 королевы. Название к нему звучит так. 4 королевы, какие мои таланты мне следует развивать. Конечно же, сегодня будем говорить только о вас. И перед вами 4 позиции. Да, все королевы у нас перевернуты личиками вниз, да, чтобы вы их не видели. Для того, чтобы вы не пытались притянуть за уши свой знак зодиака или свои ощущения от того, вот, какой вы королевой себя чувствуете. Да, я жезловая или я мечевая. Мы этого не делаем. Мы считываем энергии. Вы загадываете позицию, я переворачиваю королеву и рассказываю, в каких же сейчас энергиях вы находитесь. И если с вами это совпадает, да, в этом случае мы с вами двигаемся далее и смотрим ваши таланты, которые у вас есть, которые, может быть, вы уже развиваете, может быть, их только следует развить, да, что-то, что есть внутри вас от высших сил, от всемогущего Бога. Вот, ну, собственно, так. Начинаем с вами наш разбор. Единички. Те, кто выбрали первую позицию. Сегодня вы в энергиях королевы жезлов. Да? Вы человек, который всегда радуется всему новому. Вы не можете долгое время находиться, знаете, в состоянии вакуума. Вам очень быстро все надоедает. Вы можете даже вот устроиться на какую-то работу, да, и проработать на ней определенное количество лет, добиться успеха, получить какую-то должность. И вот в какой-то момент понять, что вот все стало обыденным, все стало рутинным. Я этого не люблю. Как будто бы маленький ребенок бунтует внутри вас, да, и вы можете сорваться и поменять работу, поменять на диаметрально противоположную, да, вообще новую, скажем так, занятие, в котором вы ничего не понимаете, но вы готовы в нем развиваться. Значит, вы человек, который очень любит путешествовать, вы можете увлекаться эзотерикой, увлекаться различными духовными учениями. Во всяком случае, духовность вам очень близка. Может быть, у вас какой-то собственный индивидуальный взгляд на это. Да? То есть как бы вот есть общие какие-то мнения, а есть ваш личный. Вот вы ему следуете. И согласно этому внутреннему голосу, внутреннему взгляду вы и развиваетесь. Значит, вы человек, который постоянно обучается. Вы обучаетесь, ну, круглосуточно, я бы сказала, и круглогодично всю свою жизнь. Без обучения вы не чувствуете движения энергии, вы не чувствуете своего развития и просто закисаете, я бы так сказала. Значит, идете вы в состояние иерофанта или вы уже работаете учителем, учитель, преподаватель, кому-то что-то объясняете, коуч, возможно, репетитор, опять же, да, то есть это все специальности, связанные с педагогикой. Или вы сейчас стремитесь преподавать. Может быть, вы занимаетесь каким-то другим видом деятельности, а хотите преподавать. Может быть, вы парикмахер, да, стилист, и вам, ну, собственно говоря, надоело, допустим, работать руками, или вы хотите сократить свою деятельность руками, да, а больше преподавать свое там парикмахерское искусство другим людям, обучать девочек, мальчиков. Вот, значит, что еще здесь о вас говорят? Вы просто сумасшедший человек действия. Вы очень хороший друг, вот прекрасный друг, на которого всегда можно положиться. И если вы что-то пообещали, вы это сделаете быстро, качественно, и вот дважды вас просить не нужно. У вас есть семья,
да, это может быть и семья, включающая мужа, детей, и семья, включающая детей, родителей, да, то есть рядом с вами есть близкие люди, за которых вы вот просто перегрызете горло, да, если это будет нужно, и отдадите свою собственную жизнь. Вы человек очень преданный тем, кого вы любите. Очень много у вас вот этих положительных, человеческих, справедливых энергий. Вот, значит, из негативного, да, вы же не можете быть прям только идеальной такой королевой жезлов. Из негативного, да, это детская позиция ваша, упрямство определенно. Если вы, ну, считаете, да, что черное это белое и наоборот, то никто не может вас переубедить. Вы топаете ногой, вы психуете и всегда до последнего настаиваете на своем. Вот даже если вы уже знаете, что вы не правы, вы все равно будете долбить. Просто долбить эту реальность. Вот. И еще ваши действия опережают ваши мысли. То есть вы сначала можете действовать, а подумать уже после этого. Обидел вас человек, вы развернулись, дали ему по мордасам, высказали все, что хотели сказать, да, а потом отошли в сторону, успокоились, а что это я, да, а не так-то все было и страшно, а вот теперь уже как бы все, ситуация уже полностью разрушена. То есть есть вот такие черты у вас. Вот. А еще у вас есть такое интересное разочарование, как будто бы вы не создали семью своей мечты. Возможно, с детства у вас была мечта создать семью. Вот, ну вот, может, по какому-то образу и подобию. Может быть, у вас вот свое представление, как это должно быть, что детей там обязательно должно быть 2 или 3, да, или там 5. Вот. Вот как-то это не получилось, да, или дети не так выросли, как вам хотелось бы, не в те специальности пошли. Или, может быть, вы хотели, чтобы семья была полная, а у вас нет мужа. Да? У всех это по-разному, но есть такое разочарование. Разочарование в собственной мечте. Ой, простите. Господи, правду говорю. Держалась, нет. Простите меня, пожалуйста, да, можно я не буду вырезать этот небольшой чип. Хорошо. Тем более мне в комментариях постоянно пишут на старом канале «Правда моем», да, которому уже 6 лет, Таро в потоке. Постоянно пишут, что Людмила, чихайте на здоровье, нам это очень нравится. Но нравится, значит, берите. Хорошо, значит, теперь возвращаемся к вашим талантам. Итак, жезловые мои девочки, жезловые королевы. Какие у вас таланты? Ох, вот этот талант, вы знаете, если честно, талант, который я вижу, наверное, не делает вас счастливым. Значит, какой у вас талант? Первое – это передавать какое-то мастерство, передавать какие-то знания. Причем вот из-за того, что вы человек открытый, чистый, светлый и искренний, вы всегда отдаетесь полностью. Вы эти знания передаете, вот как говорится, целой упаковкой, полностью. И ученики ваши, то есть те, кто у вас учится, да, они добиваются каких-то больших результатов, чем вы. И это, с одной стороны, вас очень сильно радует как педагога, с другой стороны, удручает как человека, который и сам хотел бы быть триумфатором. Понимаете? То есть здесь опять все про педагогику, здесь опять все про какое-то преподавание в той или иной сфере. Вы знаете, вообще ощущение, что вы творческий человек, что вы вообще, несмотря на жезловую королеву, можете быть водолеем, да, или, допустим, скорпионом. Вы
человек, вы можете быть преподавателем вокала или преподавателем скрипки, потому что это что-то связанное со сценой, с выступлениями, с завоеванием человеческих сердец, в лучшем смысле этого слова, да. И талант ваш, вот он напрямую с вашей сигнификацией коррелирует, понимаете? То есть здесь говорится о том, что вы через себя пропускаете божественное начало и отдаете его своим ученикам, да, вдохновение пропустили через себя, отдали своим ученикам, и ученики вспыхнули яркой вспышкой, да, стали знаменитостями, стали ездить по гастролям. Но я, к примеру, говорю, да, то есть это в каждой сфере свое. Вот. А вы, с одной стороны, вы очень добрый человек, искренне радуетесь за них, а с другой стороны, вам кажется, что вы аутсайдер. Понимаете? То есть, а что же я тогда сама, если я вот так смогла научить? Да? Что же я тогда сама не спела и не сплясала? И вот, то есть, получается, я какая-то бесталанная. То есть у вас все время идет ощущение вот этой, что вы немного ниже, чем ваши ученики, да? Что вот вы ничего не добились, а они добились. Вы сами принижаете свои способности и свои таланты. Потому что ваш основной талант – это талант проводника от Бога к людям. Вы и не должны были сами стоять на сцене и петь. Ну, может быть, там в каких-то случаях, конечно, да, но ваша задача – это проводить через себя божественную энергию и приносить ее людям. И вы ее с успехом выполняете, но постоянно мучаете себя, да, тем, что вот я сама такая неудачница. Ёкарный бабай, понимаете? Удачница вы прекрасная удачница. И еще есть один талант колесничего. Вы знаете, для женщины талант колесничего это тоже не особо что-то хорошее, да. Безусловно, он помогает жить, он помогает быть сильной, но, наверное, женщинам уже надоело быть сильными. Вот у меня очень обширная практика, я работаю с людьми каждый день, вот ежедневно, иногда без выходных месяцами. Очень большая запись. И я постоянно слышу о том, что женщины стали императорами, о том, что женщины отрастили себе яйца. Да, они несут на себе всех своих близких, мужей, детей, родителей. Вот они тащат. И нет уже никаких сил. Понимаете? Как будто бы мы потеряли вот эту вот свою мягкость и слабость. Право быть слабыми. Вот у вас тоже есть и талант этого колесничего. Да? Колесничий – это тот, кто посадил себе на плечи всех и прет. Да? Император – это тот, кто управляет жестко в своей семье, а колесничий – тот, кто вот совсем согласен, знаете, и прет. У него есть цель, у него все получается, но тяжело, когда на плечах сидят люди. Вот. У вас есть талант этого колесничего. И вы, как я и говорила, от него очень сильно устали. Потому что вам кажется, что мужчины бесконечно пьют из этого источника, попадаются вам какие-то абьюзеры, да, которые пользуются вашим колесничим талантом. Вот. И, может быть, у вас есть муж слабый, сидящий дома, потерявший работу, или там заболевший, или на пенсии, вот, который постоянно что-то плачет, ноет, какой-то вот перевернутый кубковый рядом с вами присутствует, да, и вы вот прям, знаете, такое ощущение, что бежите из дома, бежите из этого общения с ним, вот только бы подышать воздухом, почувствовать свою свободу. Ну вот, 2 таланта мы с вами обнаружили, мои дорогие жезловые королевы. Значит, не надо думать, что это все. Может быть, у вас еще десяток талантов присутствует, но время наших разборов все-таки ограничено, да, поэтому так, стороночку положим все-таки. Поэтому вот что показали, то показали. Двигаемся дальше к нашей следующей прекрасной королеве. Итак, королева мечей. Да, двоечки. Сегодня у меня в королеве мечей.
Вы очень мудрая. Ну и, конечно, эта мудрость далась вам нелегко. Вы очень много в своей жизни познали, ну, я бы сказала, бед, наверное, да, и, может быть, предательств. Вы знаете, самые мудрые мечевые королевы получаются из кубковых. Так я вам скажу, да. Когда женщины очень-очень долго доверяют мужчинам, отдают им все свое сердце, душу, когда мужчина пользуется, когда женщина становится жертвой. И вот проходит какое-то время, она накапливает опыт, душа мудреет, да, женщина выходит в мечевую королеву. Она уже не хочет никаких отношений. Она смотрит на отношения с позиции собственной выгоды, что я могу из этого получить и что я могу в этом потерять. Она не прыгает в чувства, она все рационализирует. И вы такая и есть. Значит, прошли вы много путей дорог, сердце ваше не стало жестким, оно лишь надело на себя броню. Да? То есть это на самом деле мягкое сердце кубковой королевы, которая хочет быть любимой, хочет быть маленькой девочкой, она очень нежная, и она очень-очень добрая. Но, да, на сердце вашем сейчас броня. Вы любите путешествовать, вы любите воду, различные морские путешествия, речные путешествия. И вода, она как-то вас успокаивает. И еще вы очень любите и цените одиночество. Одиночество не в плане того, что вы вообще одна по жизни, а минуты, когда вы можете побыть наедине с собой. В эти минуты вы никогда не сидите в телефоне, вы не сидите в интернете. Может быть, вы читаете книгу, может быть, занимаетесь медитацией, а может быть, просто погружаетесь в себя, перебирая, анализируя сегодняшний день, какие-то события, каких-то людей. Вы вообще все анализируете очень спокойно, размеренно, рационально. Давайте еще немножечко о вас. Ну, вы можете быть разведены, и вы могли получить удар в спину от любимого человека, причем недавно, ну вот от мечевого короля, да, от мужа. Это муж, это муж. То есть здесь или вы развелись из-за того, что этот человек сделал вам очень больно, вы буквально заболели из-за этого, то есть у вас могла появиться физическая болезнь из-за проблем, связанных с вашим мужем. Вот, значит, или вы живете вместе. Такое сплошь и рядом бывает, да. Люди живут вместе, но уже не вместе. То есть вы разочарованы, вы потеряли свой ресурс императрицы, императрица перевернулась. Вы очень много вложили в эти отношения, были верны, были лучшей женой из всех жен. Вот, но ну, в вашем, естественно, представлении, да, но, к сожалению, мужчина что-то такое, знаете, уничтожил вас. Уничтожил, потому что очень много у вас идет анализа ваших отношений, что стоило делать, что не стоило, и очень много боли. Очень много боли. Здесь даже, скорее всего, вы все еще вместе, и вам приходится видеть этого мужчину, общаться с ним, может быть, даже создавать для него видимость того, что в вашей семье все хорошо. От этого вам еще больней. Но вы человек, который привык все скрывать, не то чтобы топтать себе, нет, а вот знаете, как будто бы принимать плохие ситуации, не выплескивая агрессию, не выплескивая злость наружу, а приходить вот в это состояние одиночества, которое вы любите, и анализировать, как будто бы перебирать внутри все, что вам было сказано, слова, да, поведение человека. Где-то даже считать, что виноваты вы, да, а не он. То есть вы как-то очень честно ко всему подходите. Хорошо. Давайте посмотрим, какие у вас, мои мечевые девочки, таланты.
Нифига себе талант. Господи, какое-то проклятие, не талант. Слушайте, вообще просто жесть. Значит, ваш основной талант – это выходить из полной жопушки, вот из состояния, когда кончилось все. Блин, из состояния смерти, я даже не знаю, как это сказать, понимаете? То есть, ну вы себе вот представьте, да, как бы 5 пентаклей, повешенная, перевернутая башня. То есть ваш талант – это полностью разрушенную ситуацию, страшную потерю, связанную вообще с любым аспектом жизни, как деньги, так и здоровье, жизнь, семья. Вот все, что угодно, да, вы можете преобразовать в 9 кубков. Охренеть. Охренеть и сверху бантик. То есть вы обладаете невероятным божественным ресурсом. Вы подключены к каналу Императрица. Вот она лежит опять, хоть и перевернутая. Бог с ней, что она перевернутая. Я думаю, что это мужчина рядом с вами, да, до такой степени вас обесценил, откачал, отсосал из вас ту энергию, что вы, бедненькая, как бы в императрице, но вот как-то пытаетесь цепляться, да, за нее. Но она рядом с вами, вы подключены к ней, вы в ней. Значит, ваш основной талант – это любую самую плохую ситуацию, разрушение, смерти, падение, потери, горе, любую, проведя через себя, превратить в свет. Вы знаете, когда вы входите, да, в какую-то страшную полубомжатскую квартиру, да, вы можете из этой квартиры сделать дворец. Приходя к людям, которые потеряли близкого, вы можете наполнить их сердца надеждой, любовью, верой в будущее. Вы исцеляете как людей, так и ситуации в нашем материальном мире. Это невероятной силы ресурс. Но вот эта перевернутая императрица, мои дорогие, и перевернутая пентаклевая королева говорят мне об одном. Вы сами истощаетесь. Вы знаете, вы та самая птица Феникс, да, которая полностью сгорает в огне и потом возрождается вновь. Так вот, для того, чтобы возродить какую-то ситуацию, чью-то надежду, чью-то любовь, вы сгораете, а возрождаете вы это что-то для других людей. Поэтому вы находитесь вот в этих энергиях, да, когда вы постоянно отдаете, а вы сами глобально истощены. Вы знаете, у вас есть эти энергии, но вы не можете их использовать для себя. Понимаете? То есть вот такое вот ощущение, что вы, придя в чью-то жизнь, можете сотворить чудо. У человека начинает все получаться, работа, рождаются дети, появляется любовь, да? А вы, вот, вам все хуже и хуже. Понимаете? А почему это происходит? Потому что понижается уровень вашей собственной энергии. То есть вы же через себя проводите канал императрицы и через себя даете ресурс. Люди-то берут его, и им-то хорошо, конечно, а чего? Понимаете? А вы все время в состоянии истощенности. Вроде бы и есть силы жить, а не хочется. Вроде бы и встала утром, а смысла нет никакого. Да, вот кто-то к вам звонит, там, прибегает за помощью, вы сразу, раз, у вас откуда не возьмись эта энергия, хренак, все решили, все сделали, а сами потом так осели. Понимаете? Но нам показывают, что это ваш основной талант. Перевернутая мечевая на дне колоды говорит о том, о чем я сказала ранее, да, что
Мечевые королевы получаются из кубковых. Вы не настоящая мечевая королева. Благодарю вас, мои дорогие девочки. Двигаемся дальше. Троечки. И у нас прекрасная королева пентаклей. Королева пентаклей, которая все всегда решает сама. Вы очень человек такой спокойный, уравновешенный. Но когда надо, вы можете быть таким, знаете, группенфюрером. Вы как будто бы, знаете, образовываете вокруг себя сообщество, да, людей. Вы можете создать чат одноклассников. Вы можете, ну там, я не знаю, все время собирать у себя друзей каких-то, да, друзей вашего мужа, вас это, если есть у вас муж, да, все-таки у пентаклевых королев чаще всего есть муж, вот. А вы можете собирать родственников, постоянно ездить к этим родственникам, то есть вокруг вас копошатся люди. Вы такая вот, знаете, главная курочка этого курятника. Вы все это создаете, делаете, очень гостеприимны, очень любите столы, застолья, очень любите эстетику происходящего. Вы никогда не сядете кушать вот как-то на бегу, да, вот чтобы быстрее что-то там где-то себя запихнуть. Нет, для вас очень важно получить эстетическое удовольствие. Вы садитесь за стол, вы ставите красиво чашку, вы ставите красиво там себе какой-то пирожок на блюдце, да, вот все это должно радовать глаз. Не только вкусовые сосочки и желудок, а и глаз тоже. То есть вот вы человек-эстет. И вы человек, который, конечно же, все копит под себя. Да, денежки все мне, и, пожалуйста, еще сверху принесите, говорите вы. Вы можете иметь несколько квартир, да, или несколько предприятий, которые приносят вам денежки. Вы можете заниматься, допустим, какими-то дополнительными вложениями. Вы постоянно занимаетесь деньгами. И как-то, вы знаете, деньги вас любят, хотя я не могу сказать, что прям очень. То есть я не вижу, что вы были богатым человеком, но вы человек самодостаточный. Вот то, что у вас есть, обеспечивает вам сегодняшнее существование и очень стабильно закрывает потребности будущего. Вы такая вот молодец. Рациональная, спокойная, вся такая при деньгах, при правильном понимании жизни. Вы не будете тратить слишком много, да, на какие-то фигульки-бирюльки, но при этом у вас всегда все на своих местах, у вас всегда все есть. У вас есть хорошее полотенце, хорошее постельное белье, очень там качественные шампуни, но все это не чрезмерно. Да, но все это не шампуни, например, от бренда Dior, да, стоимостью бешеных денег. Нет, у вас вот как-то все понятно, рационально, и все вот обусловлено логикой, понимаете? Вот, значит, опять мне показывают, что рядом с вами, так же, как и с нашей второй позицией мечевой королевы, есть слабый мужчина рядом. И этот слабый мужчина может быть как вашим мужем, так и любимым, любовником, знакомым. Ну, безусловно, человеком, который проявляет к вам определенное внимание кубковое. Но этот человек очень слаб, очень слаб. И вы внутренне, знаете, очень сильно страдаете от того, что мужчина, к которому у вас, скорее всего, есть чувства, да, он как бы не соответствует вашим представлениям о мужчине. Вот если бы ты был вот таким, говорите вы, вот есть у меня к тебе чувства, вызываешь ты во мне определенные эмоции, но вот тебе бы немного, скажем так, денежной энергии, да, чтобы ты там зарабатывал, стоял крепко на ногах и так далее. Вот. А мужчина, который рядом с вами, он весь в себе, весь в эмоциях, весь какой-то такой не про деньги вообще. Ну и вообще как-то не про что, если честно. Не про деньги, не про работу, не про достижения. Такой вот лентяй,
лентяй, вы подсознательно знаете, что он лентяй, просто не хотите в это поверить. Потому что как только вы, пентаклевая королева, в это верите, да, то наш прекрасный кубковый король, находящийся в своих фантазиях, там бесконечно медитирующий на Луну, идет нафиг. Понимаете? Поэтому вы предпочитаете как будто бы этого не замечать. Не замечать. Нет, он не ленивый, он просто творческий. Нет, просто ему не повезло, он не может найти работу. Да? Он же вроде как ее ищет, да, он ее и не ищет. Вообще ему просто хорошо рядом с вами, он так пристроился. Вот. Сейчас какой-то период у вас тоже идет, развернулось колесо фортуны от вас куда-то не в ту сторону. Ощущение, что держали удачу за хвост, и почему-то она куда-то не туда у вас поплыла. Ну, что-то не свершилось, вы что-то недополучили. Да, какая-то ситуация долго не разрешается. Какая-то ситуация уже стала тяжелой для вас. Да? Вам тяжело нести эту ношу. Хорошо. Хорошо. Давайте посмотрим, в чем же ваши таланты. В чем же ваши таланты? Угу. Солнце, императрица, колесо фортуны. Все в прямых позициях, все старшие арканы. Еще один старший. Вы знаете, я на протяжении очень многих лет убеждаюсь, что люди, которые смотрят таро-расклады, вот они априори непростые люди. Даже если вы смотрите таро-расклад впервые, да, там, или только начали, но это говорит о том, что вас вот привели, что ли, понимаете? То есть у меня третья позиция, и я во всех трех позициях вижу глобально сильных людей. Глобально людей со способностями, людей с определенной такой, знаете, с определенным стержнем внутренним, с действительно серьезными талантами. Ну как это можно объяснить, понимаете? Как это можно объяснить? Маг смерти, ёкарный бабос. Так, хорошо. Ваш талант. Значит, вот по первым трем картам я вам хочу сказать, что ваш талант — это создавать удачу, создавать успех везде, куда вы придете. Это касается денежной сферы. То есть вы прекрасный проводник денежной энергии, и тут действительно, где бы вы ни появились, туда приходят деньги. Причем деньги приходят большие. Вы знаете, и у вас всегда такое ощущение, что это же, для меня деньги пришли. Отдайте мне это деньги мои. Но они приходят куда-то на предприятие, где вы работаете. Да? Или, допустим, они приходят к вашему мужу. Он там сделал бизнес, да, бизнес рванул, деньги потекли, и вы такая, это ж моя заслуга. Но как бы вроде его. Понимаете? Ну, то есть вот такая вот история здесь. Вот, то есть там, где вы, там деньги, там удача, там успех. Вы все время сидите на этой волне удачи, на этой волне успеха. Поэтому нам показали в сигнификации перевернутое колесо фортуны. Да? И вас это беспокоит. У вас что-то долго не разрешается, долго не удается. И вы такая, сколько ж можно, да? Ну я удачливый человек, Я же вот просто всегда получаю то, что я хочу. Какого фигаса-то происходит? Вот поэтому у вас такое беспокойство. Но на самом деле ваша ситуация разрешится для вас наилучшим образом, потому что вы не можете по-другому. Это ваша энергия. Вы прикреплены к
таким вот, ну просто мощнейшим старшим арканом, да, каналом древа сферот, в которых текут энергии ресурса, счастья, удачи, поворота судьбы, понимаете? Но, блин, а как может быть по-другому? Вы все равно выиграете этот процесс. Вот, то есть вот эта ситуация, которая вас беспокоит, вы все равно там победите, вы выиграете ее. Маг до кучи. До кучи у нас здесь маг. Что хочу сказать, что ну, талантов у вас на самом деле очень много. Вы можете управлять реальностью. У вас высокая точка сборки. Это говорит о том, что вы находитесь, скорее всего, в касте воинов. Да, вот учитывая то, что я вижу, это уже не воинов, магов. Это уже не каста воинов, это вы уже перешли, потому что здесь идет управление реальностью. Что это значит? Это значит, что если вы долго что-то хотите, если вы правильно сонастроились, провели какую-то практику, или, я не знаю, нарисовали рисунок, зажгли свечу, может быть, у вас вообще все это просто делается, да, происходит, и оно сбывается, понимаете? Оно сбывается, вы несете с собой удачу, вы умеете управлять реальностью и удачей, и это ваш талант. И очень хорошо, что вы это умеете делать для себя просто. Ну, то есть это касается вас. К вам приходят эти деньги, к вам приходит этот успех. Но как бы то ли через кого-то он приходит, то ли у кого-то больше, чем у вас. Понимаете? То есть вот какая-то такая фиготень здесь еще присутствует. И единственное, что вас очень сильно сбивает, да, и вообще сжимает этот талант, да, потому что у вот этих энергий у них Солнце и колесо фортуны радиусные карты, да, особенно колесо фортуны это еще карта движения, аркан движения. И, соответственно, когда есть определенный радиус, да, очень важно, особенно он положительный, да, очень важно, чтобы его не сжимал страх. А вы все время боитесь остаться без денег. Вы все время боитесь, что завтра случится что-то непоправимое, и все, хана всему, что у вас есть. И вот этот страх, он не дает вам выпрыгнуть, он не дает вам расшириться и получить больше, чем вы имеете. Ну вот, как-то так, мои дорогие пентаклевые девочки. Королевишны, владеющие материальным миром. Ну и наша завершающая королева, королева кубков, вся воздушная, вся прекрасная, вся духовная. Сейчас вы настроены на какие-то духовные познания, на обретение себя, на проведение через себя каких-то очень мягких энергий. Вы развиваетесь, то есть вы находитесь вот в таком состоянии развития. Здесь вы можете заниматься йогой профессионально, да, ну, не, может быть, не как педагог, а вот для себя, да, но уже вот прям серьезно. Заниматься медитациями, изучать труды Ошо. Ну, я не знаю, здесь может быть вообще все что угодно, но это вот куда-то туда, скажем так, на восток, восточная магическая традиция, да, если так мы скажем. Вот. А может быть, вы вообще увлекаетесь Востоком или Азией, да, то есть вы можете изучать Китай, можете изучать Японию, очень любить эти страны, может быть, вы там бывали. Вам вообще свойственно, знаете, как бы чувствование вот этой вот культуры, да, где люди кланяются при встрече друг с другом, где люди не просто едят, да, а придают еде особые смыслы, где люди склонны к созерцанию, где люди очень трудолюбивые, вот, и склонны к уважению друг к другу, понимаете? То есть вам вообще вот это вот все очень-очень близко, да? То, что свойственно азиатам, людям Востока. Что еще о вас? Что
Что еще о вас? Ну и, естественно, у нас духовность никто просто так не уходит. Да? Для того, чтобы человек пошел в духовность, надо, чтобы кто-то его туда запихнул при помощи своих негативных поступков. Ну и, конечно, у нас сразу нарисовался король мечей некий, который устроил вам башню, который устроил вам 7 мечей. Это была или измена, или обман. Это мог быть мошенник в сети, это мог быть какой-то арбузер, Альфонсо. Ну, в общем, куча всяких наименований здесь могло потоптаться. Вот, значит, ну или вполне нормальный мужчина, да, просто как-то мог разрушить ваши представления о ваших отношениях, уйти, бросить. Вот здесь была боль совершенно недавняя, боль, которая вас до сих пор сковывает, которая не дает вам видеть дальше определенного круга, да. То есть вы пошли вот в эту духовность, в развитие для того, чтобы избавиться от этих пут, от этих мыслей. Вы пытаетесь развивать себя, да, вот что-то такое накручиваете, но, да, ваша психика периодически хлобыстается прям в эту лужу, да, и снова боль, и снова воспоминания, что я буду делать, а как же так, а как же он, а почему он так поступил, а за что? Вот эти вопросы у вас тоже здесь присутствуют. Вы не отпустили этого мужчину, вы на него злитесь, вы ему многие вещи не можете простить, у вас идет ощущение, что вы не договорили, а это ощущение, да, оно у нас остается так называемым незакрытым гештальтом, едва прикрытой дверью, да. Когда вам хочется что-то договорить, вы всегда будете мысленно возвращаться к человеку и в своих мыслях с ним разговаривать. Да? А что же происходит в энергетических структурах в этот момент? Вы сами формируете канал этого общения с человеком. Вам вроде как хочется избавиться от менталки, но вы сами туда дровишек подкидываете. Окей, хорошо, мои дорогие, давайте посмотрим, какие же у вас таланты. Слушайте, ну вот я пока до истины докопалась, да, чуть не посидела тут рядом с вами, если честно. Потому что, знаете, что они говорят? Они говорят, что у вас талант вляпываться в разного рода истории с мужчинами. Вот прям как бы это ее талант, говорят они. Я думаю, ну блин, офигительно, да, сейчас я вот это красиво, конечно, взять и такое сказать людям. Значит, и поэтому я тут небольшой допрос устроила. И слава тебе, Господи, что я его устроила, да, и продолжила спрашивать. Допрос карт, естественно. Значит, первое, что они сказали, да, повторюсь, что у вас есть особый талант вляпываться в отношения с мужчинами, абьюзерами, которые вешают на вас долги, которые берут у вас деньги, которые делают из вас жертву. Это классика жанра. В течение всей вашей жизни, каждое ваше отношение, у вас было много отношений с мужчинами, они все вас обманывали, они все вас оставляли ни с чем, и из вас как будто бы плели жертву. Значит,
это изначально ваша энергия. Вы находитесь в состоянии повешенного. Кубковая королева и повешенная – это женщина-жертва. И вы сейчас, мне говорят, пытаетесь работать над этими энергиями и пытаетесь уйти от этого положения и от этого состояния. А в этом вам помогает какой-то учитель. Не знаю, что это за учитель, да, у вас такой, но вот сейчас вы идете в мощнейшую трансформацию к колесу фортуны. То есть вы действительно с правильным человеком общаетесь, правильного человека слушаете, держитесь правильного человека, который реально вам говорит правильные вещи, куда идти, куда направить свой взгляд, ну, в общем, как действовать, да, может быть, это касается вот только мужчин и мужского царства, да, потому что именно с ними вы как-то все время в просак попадаете, понимаете? Короче говоря, сейчас вы в походе, вы идете по дороге, да, на этой дороге не зажжены фонари, скажем так, темно, да, вам идти страшно по этой дороге, вы все время боитесь оступиться и попасть в лужу, но за руку вас держит какой-то очень важный учитель, у которого есть фонарь. И этот учитель, будь то мужчина или женщина, освещает путь своим фонарем, своим опытом, своей душой, своими способностями, да, для вас. Так, пользуйтесь же этим. Хочется мне сказать, потому что это правильный человек, слава богу, что вы его встретили. И это может быть как мужчина, так и женщина. Это ваш проводник по жизни. Значит, и естественно, я говорю, ну нифига себе талант, да, это же как бы негативный талант-то у нас. А к чему он тогда ведет? А зачем он тогда такой талант? Да? А нам говорят, жрица, а у нее перевернутая жрица. То есть у нее от рождения очень высокий уровень души, очень высокий уровень точки сборки. Но она об этом не знала. Ей никто не сказал. И поэтому вести вас стали через вот такие события в вашей жизни, да, вести вас к тому, чтобы вы жрицу перевернули, к тому, чтобы вы учились и научились использовать свои способности. Это магические способности, да, это вот что такое жрица, да, если звезда, это может быть экстрасенсорика, а может быть вы прекрасный художник, да, или поэт, или певец, музыкант, то жрица — это способность открыть двери к тайным знаниям, потому что за ней находится, вот она, скажем так, вход в этот мир тайных знаний перекрывает определенное покрывало, на котором изображены плоды граната, да, символизирующие многообразие, полноценность, сочность. У вас есть способность достучаться до тайных знаний, но почему-то жрица пока перевернута. Поэтому, грубо говоря, к тому, чтобы вы учились, может быть, там, магии, не знаю, рунам, энергопрактикам, чем-то таким, понимаете, то есть эзотерическим, да, наукам. Но я бы сказала, что жрица — это все-таки конкретно про магию, про магический эгрегор. А обучаться магии можно и всю жизнь вообще-то, да, там очень много подразделений. Вот. И, соответственно, как бы, чтобы вы перевернули эту жрицу, как только вы перевернете жрицу, перевернется и мир. То есть мир тоже сейчас перевернут. Соответственно, как только вы выйдете в свои способности, начнете их реализовывать, в вашей жизни все станет на круги своя и нормализуется, и придет настоящий император. Ну, это так, небольшое предсказание для вас, мои дорогие кубковые королевы. Как-то так. Вот о таких талантах нам сегодня рассказали. Надеюсь, что вы подчеркнули для себя очень много полезных вещей, да, очень много ответов нашли. И очень я надеюсь на то, что каждая из вас, девочки, не сойдет со своего пути, а будет двигаться по нему, да, широко открыв ваши сердца.
Я благодарю вас за ваше внимание и, как обычно, хочу пожелать только одного — встретить свою настоящую любовь и не потерять в ней себя. Ну а мы увидимся с вами в следующих видео. Пока-пока!